Всем привет, я Наталья, а это мой канал о вязании. Сегодняшний мастер-класс посвятим вязанию вот такой красивой небольшой сумочки. Назвала эту сумку Камила. Сумка небольшая, очень аккуратная, элегантная. Размеры сумки 28 сантиметров в ширину, 18 сантиметров в высоту и длина ручки 25 сантиметров. Вяжется одной деталью снизу вверх. Очень просто, не сложно. Давайте вместе свяжем такую сумку. Вязать сумку я буду шнуром карамель. Я выбрала для своей сумки цвет пролине. Это ниточка толщиной 5 мм, длина 75 метров, вес моточка 200 грамм, состав 80% полиэфир, 20% кашмелон. Очень хорошая плотная нить, отлично подходит для вязания сумок. В описании под видео добавлю ссылку, где вы сможете приобрести необходимые материалы для вязания сумки, а также промокод на скидку. И буду очень рада, если вы воспользуетесь моим промокодом. Также для вязания нам понадобится крючок номер 5, ножницы, игла с широким ушком, тупым кончиком, чтобы заправлять хвостики нити, и маркеры. Начнем вязать. Для того, чтобы связать сумку, нам нужно набрать 32 воздушные петли. Набирать мы их будем с помощью шнура. Отмеряем хвостик нити длиной 105 сантиметров. Отмерили, располагаем этот хвостик так, чтобы он был с левой стороны от нас. Рабочая нить шла по правую сторону. Кладем вот таким образом крючок на ниточку, накидываем хвостик, берем рабочую нить и провязываем рабочую нить через петлю. Считаем как первую петельку. Накидываем хвостик нити, подхватываем рабочую нить и провязываем уже 2 петельки. Вторая петля. Снова накидываем хвостик нити и рабочей нитью провязываем 2 петли. Третья петля. Накидываем хвостик, провязываем рабочей нитью. Четвертая петля. Накидываем хвостик и провязываем рабочей нитью. Пятая петля. И таким образом мы набираем всего 32 петли. Набрали 32 петли. Получается вот такой шнур. И немного разворачиваем шнур вот таким образом. Ребрышком вот этим к себе. Вязать дальше мы будем вот за эти петли. Смотрите, вот так мы вязали. Вот у нас косичка, вот другая сторона. И вот эту сторону мы будем провязывать. Захватывать будем вот эту полупетлю и вот эту перемычку. Вот так будем заводить крючок и вязать столбики без накида. Вся сумка вяжется столбиками без накида, но провязывать мы их будем немножко другим способом, не так, как обычно вяжем. Начнем вязать со второй петли от крючка. Считаем. Первая петля, вторая петля. Как я уже сказала, вот так разворачиваем. И вот в эту петлю начнем вязать. Накид на крючок от себя.
Заводим крючок в петлю, подхватываем рабочую нить, протягиваем рабочую нить на лицевую сторону, немного вытягиваем петлю, дальше эту петлю протягиваем через накид. Протянули, подхватываем рабочую нить и провязываем 2 петли на крючке. Связали первый столбик. Отмечаем этот столбик маркером. И дальше все петли мы будем провязывать вот такими столбиками. Накид на крючок от себя, крючок в следующую петлю, подхватываем рабочую нить, вытягиваем ее на лицевую сторону. Эта петля должна быть достаточно свободной. Дальше эту петлю протягиваем под накидом. И провязываем 2 петли на крючке. Накид на крючок, крючок в следующую петлю, подхватываем рабочую нить, вытягиваем петлю на лицевую сторону, протягиваем под накидом и провязываем 2 петли на крючке. Снова накид на крючок, крючок в петлю, подхватываем ниточку, вытягиваем петлю на лицевую сторону, протягиваем ее под накидом и провязываем 2 петли на крючке. Вот так мы будем вязать столбики без накида. Получается как бы обернутая накидом петля. Помимо петли под маркером нам нужно связать 28 столбиков. То есть вот этот первый столбик у нас отмеченный маркером, мы его в расчет не берем. Мы связали 3 петли. Всего нужно связать 28. То есть вяжем до конца цепочки еще 25 столбиков. Итак, связали 28 столбиков. У нас осталась здесь одна петелька. И в эту последнюю петлю нам нужно связать 3 столбика, чтобы развернуться на другую сторону. Также накид на крючок, крючок вот в эту последнюю петельку. Вытягиваем ниточку. Петлю под накид и провязываем 2 петли. Отмечаем эту петлю маркером. В эту же петельку, в это же основание также провязываем еще 2 столбика.
Связали, развернулись на другую сторону и дальше в петли мы будем вязать по одному столбику. В каждую петлю по одному всего нужно связать 28 столбиков. Находим сразу следующую петельку, вот она, и вяжем сюда столбик. Вытягиваем, не забываем вот эту петельку, она не должна быть слишком тугой. И вяжем в обратную сторону по этой стороне 28 столбиков. Связали 28 столбиков, и у нас остается в ряду последняя петля. Из этой петли выходит самый первый столбик, который мы отмечали маркером, и в эту петлю нам нужно сейчас довязать еще 2 столбика. Вяжем первый столбик, отмечаем его маркером. И сюда же вяжем второй столбик. И смотрим, что у нас сейчас получается. Первый ряд донышка. В центре с каждой стороны по 28 столбиков. С одной стороны на разворот 3 петли, 3 столбика. И с другой стороны на разворот 3 столбика. Первый — это который под маркером, и 2 мы только что с вами довязали. Итак, 28, 28, 3 и 3. Закончили вязать первый ряд донышка и переходим к вязанию второго ряда. Вяжем мы по спирали без петель подъема на другой ряд. Поэтому вязать сейчас будем сразу в петлю под маркером. Вяжем сюда 2 столбика. Первый столбик связали, отмечаем получившуюся петлю маркером. И в эту же петельку вяжем второй столбик. Связали. Дальше в каждую петлю вяжем по одному столбику. Вяжем их до маркера, до петли под маркером. Довязали до маркера. Дальше в следующие 3 петли, вот эти 3 петли, которые мы делали на развороте, вяжем по 2 столбика. Маркер снимаем, он нам больше не нужен. Вяжем в первую из петель 2 столбика. В следующую петлю также 2 столбика.
И в третью петлю 2 столбика. Дальше в каждую петлю мы вяжем по одному столбику, провязываем их до следующего маркера. Довязали. И с этой стороны, так же как и с этой, нам нужно сделать точно такие же прибавки. Здесь мы в каждую из 3 петель вязали по 2 столбика. Здесь повторяем. Одна прибавка у нас уже сделана. В самом начале это петля под маркером и следующая петля. У нас осталось здесь 2 петли. В каждую из них вяжем по 2 столбика. Маркер оставляем, он нам больше не нужен. Вяжем в одну петлю 2 столбика. И в следующую петлю также провязываем 2 столбика. Связали и смотрим, что у нас получается. Вот такое донышко, состоящее из 2 рядов. Сейчас у нас 28 петель с этой стороны, 28 петель с этой стороны. На развороте у нас 6 петель. И с этой стороны на развороте у нас 6 петель. Всего в ряду 68 петель, 68 столбиков. И мы переходим к вязанию стенок сумки. Снимаем маркер и начинаем вязать точно такие же столбики. Точно так же их провязываем. Вяжем первый столбик в ряду. Отмечаем его маркером. Этот маркер остается на вязание постоянно. В каждом ряду отмечаем им первую петлю. Дальше мы вяжем в каждую петлю по одному столбику. По всему ряду и на разворотах в том числе прибавок мы больше не делаем. По одному столбику в каждую петельку. Всего 68 столбиков. Вяжем ряд от начала и до конца. Довязали ряд до конца и начинаем вязать следующий ряд. Провязываем первую петлю в ряду. Снова отмечаем эту петлю маркером, чтобы знать, где начинается ряд. И вяжем еще 10 таких же рядов. В каждую петлю по одному столбику. Всего в ряду 68 столбиков. Итак, связали еще 10 рядов стеночек. У нас всего 2 ряда донышка.
Один ряд стенок мы связали вместе, и еще 10 рядов каждый связал самостоятельно. Всего сейчас 11 рядов стенок. Начинаем вязать 12 ряд и в нем делаем убавки. Снимаем маркер с первой петли и в следующие 6 петель провязываем по одному столбику. Вяжем их так же, как и всю сумку. Первый отмечаем маркером, чтобы не потерять начало вязания. Так, первый. Второй. Третий. Четвертый. Пятый столбик и шестой. На шестой столбик вешаем маркер. Дальше делаем убавку. Накид на крючок, так же как и делали. Находим следующую петлю и за ее переднюю стенку заводим вот так крючок. Дальше в следующую петлю за обе стенки заводим крючок. Подхватываем рабочую нить, вытягиваем, протягиваем рабочую нить сначала через стеночку первой петли, которую захватили, вытягиваем и провязываем 2 петли на крючке. Сделали убавочку. И в следующие 24 петли мы вяжем по одному столбику. Связали всего 24 столбика. В следующие 2 петли делаем убавку. Накид на крючок. В следующую петлю за переднюю стенку заводим крючок. И в следующую петлю за обе стенки. Подхватываем рабочую нить, протягиваем через петлю. Дальше через полупетлю, которую захватили в начале, и под накидом вытягиваем немного ниточку и провязываем 2 петли на крючке. Провязали. Дальше вяжем 6 столбиков. Следующие 6 петелек. Первый. Вешаем на него маркер. Второй. Третий. Четвертый. Пятый столбик. И шестой столбик. Шестой столбик также отмечаем маркером. Делаем убавку. Ниточку на крючок. В следующую петлю за переднюю стенку заводим крючок. В следующую петлю за обе стенки заводим крючок. Подхватываем рабочую нить, протягиваем через петлю, дальше через стеночку петли, под накидом выводим
петлю и провязываем 2 петли на крючке. Сделали убавку и дальше до маркера вяжем 24 столбика. В каждую петлю по одному столбику, всего провязываем 24 петельки. Итак, связали 24 столбика после убавки. И с этой стороны также делаем убавку. Нить на крючок. В следующую петлю заводим крючок за переднюю стенку. В следующую петлю за обе стенки. Ниточку рабочую вытягиваем, протягиваем ее через петлю, через полупетлю. Вытягиваем на лицевую сторону и провязываем 2 петли. Сделали убавку. И смотрим, что у нас сейчас получается. Мы связали в начале 6 столбиков, отметили первый столбик и 6 маркерами. Дальше сделали убавку. Провязали 24 столбика, сделали убавку. Провязали 6 столбиков, первый и 6 отметили маркерами. Сделали убавку, провязали 24 столбика и сделали убавку. Закончили вязать первый ряд с убавками. На этой стороне, здесь и здесь, мы убрали по одной петле. Одна петля с этой стороны у нас убралась, одна с этой. И в итоге у нас сейчас на этой стороне вместо 28 петелек осталось 26. И с этой стороны то же самое. Осталось 26 петель. Всего у нас сейчас в ряду 64 столбика. И начинаем вязать следующий ряд с убавками. Петли, которые находятся вот с этой стороны, то есть от маркера, от петли, отмеченной маркером, до петли, отмеченной следующим маркером, мы провязываем по одному столбику. То есть первый столбик вяжем здесь, отмечаем его маркером, второй столбик, третий, четвертый, пятый столбик и шестой столбик. Шестой столбик снова отмечаем маркером. Связали 6 столбиков, первый и шестой отметили маркерами. После этих столбиков нам нужно сделать убавку. Ниточку на крючок, крючок в следующую петельку за переднюю стенку и в следующую петельку за обе стенки. Вытягиваем рабочую нить через все эти петли на лицевую сторону и провязываем 2 петли на крючке. Дальше мы провязываем в каждую петлю по одному столбику. Вяжем так, не довязывая 2 петель до маркера. В эти 2 петли также сделаем убавку. Связали. Остается 2 петли до маркера. Делаем сюда убавку. Ниточку на крючок. Следующую петлю заводим крючок за переднюю стенку. Следующую петлю за обе стенки. И вытягиваем рабочую нить на лицевую сторону через все эти петли. Провязываем 2 петли на крючке. Следующие 6 петель
от маркера до маркера мы провязываем столбиками. Вяжем первый столбик, отмечаем снова маркером, дальше второй столбик, третий, четвертый, пятый и шестой столбик, который под маркером находится. И снова вешаем на него маркер. Дальше делаем убавку в следующие 2 петли. Ниточку на крючок, крючок под переднюю стенку следующей петли, дальше за обе стенки следующей петли и рабочую нить вытягиваем через все эти петли. На лицевую сторону провязываем 2 петли на крючке. Дальше в каждую петлю вяжем по одному столбику. Вяжем так, не доходя 2 петель до маркера. В эти 2 петли снова сделаем убавку. Довязали и делаем убавку в последние 2 петли, петельки перед маркером. Ниточку на крючок, крючок в следующую петлю за переднюю стеночку и в следующую петлю за обе стенки. Вытягиваем рабочую нить через все эти петли на лицевую сторону. Вытянули и провязываем 2 петли на крючке. Сделали еще одну убавку. Итак, как я сказала, в следующем ряду, в предыдущем ряду у нас осталось 64 столбика. В этом ряду у нас остается 60 столбиков. Мы убавили 2 петли с этой стороны и 2 петли с этой стороны. И следующие 2 ряда нужно провязать по тому же принципу. Вяжем 6 петель от маркера до маркера. После маркера делаем убавку. Вяжем в каждую петлю по одному столбику. В последние 2 петли делаем убавку. Снова вяжем 6 петель от маркера до маркера. После петли под маркером делаем убавку. Дальше провязываем все петли. И в последние 2 петли перед маркером делаем убавку. В следующем ряду у вас должно остаться 56 столбиков. И в четвертом ряду, в последний ряд с убавками, должно остаться 52 столбика. Вяжем самостоятельно еще 2 ряда с убавками. Связали еще 2 ряда с убавками, всего их 4. В каждом ряду убавляется по 4 петли. С одной стороны 2 и с другой стороны 2. И сейчас в ряду должно остаться всего 52 столбика. И переходим к вязанию ручки для сумки. В петлю под маркером вяжем столбик. Отмечаем эту петельку. И в следующие петли до следующего маркера вяжем по одному столбику.
петлю под маркером тоже вяжем столбик. Всего провязаны 6 столбиков. Вот таким образом разворачиваем вязание. Делаем 2 воздушные петли. И в петлю под маркером, его уже можно снять, также вяжем столбик. Накид на крючок, крючок в петлю и провязываем. Итак, всего получается вот такой круг, состоящий из 8 петель. Дальше мы вяжем точно такой же узор, которым вязали основную часть сумки. Вяжем его по спирали. В каждую из 8 петель провязываем по одному столбику. Маркер начала ряда можно уже не вешать, вязать без него, так как мы вяжем по спирали. Начало ряда будет постоянно смещаться. Провязываем все петли. Связали 6 столбиков, и под воздушные петли у нас 2 петельки, такие же столбики вяжем. В первую воздушную петлю 1 столбик, и в следующую воздушную петлю также 1 столбик. Пока ручка маленькая, делать это неудобно, дальше будет все намного проще. Связали 1 ряд и дальше продолжаем также вязать по кругу, вывязывая ручку. Тот же самый узорчик, точно так же провязываем столбики. Всего в ряду 8 петелек, каждую из этих петель мы провязываем, не забываем. Таким образом нам нужно связать ручку на длину 25 сантиметров. В каждую петлю по одному столбику. И вяжем ручку на длину 25 сантиметров. В процессе вязания ручку необходимо немного растягивать. Связали несколько сантиметров ручки, и вот таким вот образом немножко ее нужно растянуть. Делается для того, чтобы потом после соединения с этой стороной в процессе эксплуатации ручка очень сильно не вытянулась. То есть мы ее изначально немного растягиваем. Связали несколько сантиметров, растянули. Связали несколько сантиметров и немножко растянули. И дальше измеряем уже длину своей ручки. Вяжем всего 25 сантиметров. Я довязала ручку для сумки. Сейчас длина моей ручки составляет 25 сантиметров. В процессе вязания ручку я немного растягивала. Делаем это для того, чтобы в процессе эксплуатации ручка сильно не растянулась. Связали ручку, прикладываем ее к сумке, расправили и прикладываем к сумке. Конец вязания ручки должен совпадать с маркером, вот с этим маркером. Если ваше вязание завершилось чуть дальше, где-нибудь вот на этом уровне, просто довяжите несколько петелек, приложите, и последняя провязанная петля должна быть на уровне вот этого маркера.
Дальше ниточку можно обрезать. Оставляем хвостик нити подлиннее, так, чтобы можно было соединить ручку с сумкой. Я всегда оставляю хвостик с запасом. Фиксируем этот хвостик, чтобы он не распустился. И начнем соединять ручку с сумкой. Вытягиваем нить полностью через петли. Вот таким образом. Соединять мы будем ручку с сумкой вот в эти 6 петель. Первая петля, вторая, третья, четвертая, пятая и шестая. По лицевой стороне мы будем соединять за передние полупетли, вот за эти. И дальше по изнаночной стороне мы будем соединять за задние полупетли, вот за эти. Ой. Вот так. Прикладываем ручку к сумке. Снимаем маркер с первой петли, он нам больше не нужен. Заводим крючок в петлю, берем нить и протягиваем через петлю. Вытягиваем полностью. Дальше смотрим, вот у нас петелька, и ниточку мы только что протянули. Находим следующую петлю, в нее сверху вниз заводим крючок. Дальше заводим крючок в петлю, следующую после петли, откуда выходит вот эта ниточка. Подхватываем нить и вытягиваем через 2 петельки. Дальше находим следующую петлю на сумке и следующую петлю на ручке. И снова протягиваем через эти петли нить. Протянули. Дальше следующая петля на ручке и следующая петля на сумке. И протягиваем нить в обратном уже направлении. Протянули. Дальше следующая петля на сумке и следующая петля на ручке. И снова протягиваем через эти петли ниточку. Протянули. И у нас остается здесь последняя петелька. Делаем то же самое. В петлю на ручке заводим крючок и в петлю, отмеченную маркером. Также заводим крючок, маркер снимаем, он нам больше не нужен. Вытягиваем его, вытаскиваем. Берем ниточку рабочую и протягиваем ее через петли. Протянули, сделали соединение ручки с сумкой по лицевой стороне. И дальше нам нужно сделать такое же соединение внутри ручки. Это не очень удобно делать. Разворачиваем вот так вот к себе и смотрим, что у нас вот эти. У нас здесь остаются свободными 2 петли. Остальные 6 мы соединили. И вот эти же 6 петелек мы соединяем уже по внутренней стороне. Для удобства крючок можно заменить на иголочку. То есть делайте так, как вам больше удобней. Вот смотрите, у нас выходит ниточка вот через эту петлю. Сюда же, в эту петлю, заводим крючок. И за петлю на ручке, за заднюю стенку. Вот таким образом. И рабочую ниточку протягиваем. Как я уже сказала, можно воспользоваться иголкой, если неудобно. Протягиваем рабочую нить через эти 2 петли. Очень неудобно.
но соединить нужно. Протягиваем аккуратно, вот таким образом. Дальше у нас идут следующие полупетли. Вот так заводим крючок и в следующую петельку подхватываем ниточку и протягиваем через эти петельки. Дальше следующие. И снова протягиваем. Дальше следующие. И протягиваем. И вот таким образом делаем соединение. Соединяем так все петли. Мы соединили сейчас. У нас здесь остается 2 петельки. Соединили 4 петли и дальше продолжаем соединять. Соединяем еще 2 петельки здесь остались. Соединили ручку с сумкой. По желанию можно еще раз пройтись по этим петлям, чтобы ручка крепче крепилась к сумке. И дальше хвостик нити необходимо спрятать под петли. Я обычно прячу прямо в ручку. С помощью крючка или иголочки протягиваю под несколько петель хвостик нити и фиксирую его. Соединили ручку с сумкой, спрятали хвостик нити и сумочка готова. По желанию к этой сумке можно пришить молнию или магнитную кнопку. Надеюсь, вам понравилась моя сумка и мой сегодняшний мастер-класс. Подписывайтесь на мой канал, и мы вместе свяжем еще много очень красивых сумочек. Спасибо, что вязали сегодня вместе со мной, и до новых встреч в новых видео.